Я думаю, все из вас в курсе, что у каждого уровня есть свой идентификационный номер, или же по-простому ID. По ID можно легко искать уровни, просто вставляя число в строку поиска и нажимая Search. Некоторые, кстати, пытались даже найти самый первый уровень, вставляя натуральные числа одним за другим, осознавая, что самый старый уровень, существующий на сервере, это First Level от Real Storm с ID 128. Остальные 127 уровней ныне не существуют и, скорее всего, являлись тестовыми уровнями руптопа. Конечно, ID уровней очень полезная штука. Во-первых, можно не заморачиваться и искать название и автора, ведь может существовать большое количество уровней под одним названием, но с разными авторами. Но во-вторых, без ID при нахождении нужного вами unlisted уровня просто никуда, так как unlisted уровни находятся только по ID. Правда, вы не ради этого кликнули по этому видео, тут есть огромное но. Что если вам скажу, что у аккаунтов и даже у самих игроков есть свои номера? Конечно, на первый взгляд очевидно и логично, но мало кто подозревает, как найти эти ID и как их использовать. Да-да, не удивляйтесь, этих ID у каждого человека несколько. Надеюсь, вам будет интересно это видео, потому что во время его создания я реально прям таки обрадовался нахождением некоторых фактов, как будто поиск такой информации это глоток свежего воздуха среди обычного геймплея Geometry Dash, аки самостоятельный поиск кодов для хранилищ. Вернемся в 1.9, обновление, в котором ввели аккаунты. Можно было вернуться, конечно, и в 2.0, но главное, чтобы не на актуальную версию, так как данной фичи там нет. Открываем вкладку выбора иконок, видим кнопку с информацией в углу. Нажимаем и видим одну единственную строчку. Это и есть наш заветный User ID. Вы могли сейчас спросить два вопроса. Что он значит и как это использовать? Судя по тому, о чем мы будем говорить далее, логично предположить, да-да, я только предполагаю, так как информацию об этом настолько трудно найти, что я не нашел. И я не программист, чтобы точное значение дать. Но я предполагаю, что это ID, которая привязывается к вашему устройству до создания аккаунта. Конечно, я могу ошибаться, но других мыслей на этот счет я найти не могу, поэтому будем опираться на это. Ну а со вторым вопросом все предельно ясно. Использовать это можно посредством нахождения игроков через поисковую строку внутри игры. Это там, где вы пишете ID уровня и нажимаете Search. Только в этот раз вы пишете ID пользователя и нажимаете не Search, а на кнопку поиска пользователей. А теперь самые внимательные зададут вопрос, а зачем убрали информацию о пользователе 2.1? На самом деле над ответом можно только гадать, а я опишу свою версию. Скорее всего, эта информация потеряла всякий смысл из-за двух факторов. Первый фактор – это невозможность создать аккаунт с существующим ником или переименовать аккаунт на существующий ник. Поэтому проще не по ID искать, а сразу по нику. Второй фактор – это увеличение этого ID до нереальных чисел, так как это ID не аккаунта, а просто человека, который играет в Geometry Dash. Но этот ID могут иметь и люди, которые создали аккаунт на другом устройстве по своим прошлым ID несуществующие, и зеленые ники. Кто не знал, зеленые ники – это незарегистрированные пользователи. О том, как в данный момент найти этот самый User ID, поговорим чуть позже. А сейчас о том, какой еще ID может быть у вас. В своем последнем видео про систему рейтов в GD я упомянул то, что руптоп видит ID аккаунта модераторов при просмотре уровня, которые ему отправляют. Кстати, о том, кто такие модераторы и чем они занимаются, в подробностях будет отдельное видео. Так вот, как вы могли догадаться, у всех, кто имеет аккаунт, есть помимо User ID еще и аккаунт ID. Он, естественно, уже менее полезен, чем User ID, потому что по нему невозможно найти сам аккаунт, и при этом он никогда не был показан внутри игры. Отличие с User ID будут в том, что аккаунт ID есть только у тех, у кого есть аккаунт. Да-да, это максимально очевидно, но вдруг кто-то может не понять и таких простых вещей. Ну и так как про аккаунт ID колоссально мало информации, мне тут уже нечего будет сказать, кроме того, как найти ID вашего аккаунта и ID пользователя заодно. Есть два, на мой взгляд, самых удобных способа. Первый способ — это зайти на GD браузер, поиск и вписать свой никнейм. Там вы найдете свой аккаунт в подробностях, в том числе и эти два заветных числа Profit. Второй способ может для некоторых показаться менее удобным, но тут вам уже не надо будет заходить на какой-либо сайт. Просто открываем Discord, заходим на любой сервер, который имеет Ultimate GD бота, например, на мой сервер, и пишем uProfile и ваш ник. Можете просто написать uProfile, если привязали ваш GD аккаунт к этому боту. Ниже вы найдете аккаунт ID и так называемый Player ID. Если что, это и есть User ID. Какое же можно найти этому применение в современной Geometry Dash? На самом деле никакое, так как я уже раньше говорил, что проще находить людей не по их ID, а сразу по нику. Однако можно с помощью этих ID найти куда более интересные вещи, чем ваш аккаунт. Первое, что хочется найти, зная эту информацию, это, конечно же, первого игрока. Логично, что им будет руптоп, но на всякий случай убеждаемся и понимаем, что ID пользователя у него 16. На самом деле не совсем понимаю, кто остальные 15, но допустим. Если мы хотим найти первого игрока помимо руптопа, то им будет пользователь с ID 20, и это Darnok.
Конечно, если бы Super LD с первыми User ID выжили до 1.9 и создали аккаунт, то мы бы нашли и их тоже. Но тут придется довольствоваться чем есть. Третий выживший игрок с зарегистрированным аккаунтом уже будет иметь User ID 227. На самом деле первый раз о нем слышу, потому что кроме ID он больше ничем не выделяется. Что насчет тех, у кого не сохранилось ничего кроме уровней, их тоже найти можно, но немного другим образом. Пишем в адресную строку то, что вы видите на экране, число перед знаком вопроса, это и будет User ID. Подобным образом можно найти тех, у кого нет аккаунта, но есть уровни. Видим, что второй человек после Дарнока, который внес вклад в игру, является неизвестный игрок с ID 22. Кстати, через посты Дарнока на форуме Touch Arcade и GD Browser я смог найти второй аккаунт Дарнока, на котором он через второе устройство выкладывал уровни. Его User ID вы увидите на экране, и там реально есть на что посмотреть в плане уровней. А что насчет поиска по аккаунт ID? Так как искать людей по ID аккаунта в самой игре нельзя, мы будем для нахождения аккаунтов пользоваться GD браузером, благо там такой поиск реализован. Самый первый аккаунт имеет ID 64, и он слегка необычный. Почему-то, когда я искал самый первый аккаунт, я ожидал увидеть аккаунт Руптопа, однако помимо аккаунта Руптопа с ID 71, существует еще 3 аккаунта. Давайте разберем их. Введя в поиск число 64, мы найдем аккаунт с ником Gen M. И в этом аккаунте есть две интересные вещи. Первая интересная вещь, этого аккаунта на самом деле не существует. Почему? Потому что найдя этот аккаунт по нику, мы найдем этот же аккаунт, но с другим ID и даже с информацией, которой не было в прошлом случае. Я сейчас про комментарий с содержанием ш. При этом, скопируя юзера ID в саму Geometry Dash, мы не найдем этого аккаунта. Вторая интересная деталь это то, что этот аккаунт на самом деле аккаунт Руптопа, но тестовый, из-за чего он и был удален или закрыт. На это указывает очень маленький ID аккаунта и ник, ведь Руптоп известен не только под своим привычным для всех ником Руптоп. Переносимся в очень далекое прошлое, а именно в апрель 2013 года. Время, когда еще Geometry Dash не существовало, а такие игры как Boomlinks и Memory Mastermind не были удалены с простор Google Play и App Store. Будущая легенда разработки игр Роберт Топпола укладывает на тематические форумы девелоперов сникпик своей новой игры Geometry Jump. До релиза она называлась именно так. Смотрим на ник и видим Gen Wuron. Он нам и нужен для расследования. Под этим ником Руптоп также сидел на Newgrounds и уже почившем Memory Play. Сравниваем ники и убеждаемся, что они очень сильно похожи. Конечно, это не 100% доказательство, но у меня нет сомнений, что это настоящий Руптоп. Просто не укладывается в голове вероятность того, что кто-то помимо него мог зарегистрировать аккаунт раньше его самого. На это же указывает то, что аккаунт ныне недоступен, то есть это был тестовый аккаунт. Это было крайне интересным фактом для меня, но я разочаровался, когда увидел у GD News и Фолича такое же наблюдение, такие же выводы. Конечно, респектую им за то, что они делают уникальный контент, но хотят такие вещи, но я хотел быть первым в этом вопросе, хех. Кстати, остается еще один вопрос, а является ли ныне существующий аккаунт Gen M аккаунтом Руптопа? Тут остается только гадать, и я озвучу лишь свое предположение. Скорее нет, чем да. Потому что я не вижу смысла удалять старый тестовый аккаунт, чтобы потом в 2016 создать его и написать один пост. Господи, да этот аккаунт даже позже моего создан, а я далеко не волк в игре. Также есть слухи, что у Руптопа есть другие аккаунты, которые до сих пор существуют, например Gen или тот же Gen Wuron. Но это тоже бред, потому что они банально созданы не так давно, судя по их ID. Теперь об остальных первых аккаунтах. ID 69, никнейм Player. Пытаемся найти этот аккаунт в игре под User ID, ничего не находим. Судя по всему, это тоже тестовый аккаунт, который был впоследствии удален. Одно непонятно, откуда такая странная статистика. На самом деле, если покопаться в самых первых аккаунтах ID, то можно найти еще аккаунтов с ником Player с одинаковой статой, что довольно странно, и я не могу найти объяснение этому. О том, кому именно принадлежит аккаунт с ID 69 и почему он был удален, можете написать свои предположения в комментариях. Сам я, если честно, понятия не имею. Переходим к самому интересному, ID 70. А интересен этот аккаунт тем, что это самый старый аккаунт из выживших на данный момент. Если это не очередной тестовый аккаунт Руптопа, а доказательства этому нигде не найти, аккаунт полностью пустой, то значит этот аккаунт является самым первым аккаунтом, созданным обычным игроком. А вот самым первым зарегистрированным аккаунтом, который активировал 2.1 помимо Руптопа, был аккаунт с ID 76 ником Test. Первым креатором зарегистрированным аккаунтом был Samsar с 1.92. Дарнок же, который имеет по сути самый старый юзер ID, создал аккаунт не сразу и даже позже Випина. Ну и после того, как я нашел эту информацию, я также наткнулся на кое-какой нюанс. Он заключается в том, что уровень с ID 128, который я упомянул в начале этого ролика, создал человек, ID которого явно не один из первых. Как так вышло? Но скорее всего этот креатор просто поменял устройство, создал на нем аккаунт и каким-то магическим образом попросил Руптопа привязать его уровни к новому аккаунту.
Об этом также говорит то, что при просмотре того, какой уровень был скопирован, также показывает этот же уровень, что как бы намекает на мысль, что что-то тут не так. Кто знает, возможно, если бы он не привязывал уровни, то он мог быть с user ID между 16 и 20, но с зеленым ником. Но это мы, скорее всего, никогда не узнаем. И вот самое примечательное то, что я для сравнения даже не нашел похожих случаев, потому что даже Таймлес, который создал аккаунт 2.1, умудрился сохранить свой user ID. Однако у него похожая ситуация с копией уровня. В общем, оставляю вам на размышление, как это на самом деле работает, так как вопрос не решен. Итак, я вам сегодня рассказал о вещах, о которых даже сам не знал, и я прям уверен, что вы тоже не знали. Остается финальный вопрос видео. Зачем все это нужно? Ответ можете найти сами. Возможно, вам будет интересно узнать свои ID или поискать людей через случайные цифры, как это обычно делают от скуки с уровнями. А для кого-то это будет просто интересная информация из истории Geometry Dash. В общем, у каждого будет свой ответ. А я лишь прошу вас поставить лайк, если видео понравилось, или поставить дизлайк, если оно не понравилось. Ну и самое главное, присоединяйтесь к моему Discord серверу, там круто. Видео делал Мафака, всем удачи и до связи.